День 1691, Алекс на связи. Я постоянно использую Telegram-бот для взаимодействия с системой умного дома. Конечно, в основном это я использую для информирования. У меня, например, так сделано, что присылается информация о разных событиях. Если мне надо следить, например, что датчик какой-то, например, стал барахлить или какой-то сценарий определенный сработал, то я могу такую информацию себе переслать. Или, например, мне иногда надо так, чтобы отследить, что датчик срабатывает правильно, сценарий запускается, то я там на каждое событие устанавливаю там оповещение и там в нем указываю все нужные параметры, которые используются для там запуска сценария, и на основании этого понимаю, что если там я такие-то значения увидел, а у меня сработало не так, значит, у меня просто в сценарии какая-то ошибка. Возможно, данные там не считались верно, возможно, там я чего-то не учел, но, собственно, я так смогу отследить. Понятно, потом я такое логирование фактически отключаю, и мне становится не нужно, если все хорошо работает. Но это такой основной способ использования. Или, например, мне надо узнать там состояние батарейки. У меня некоторые датчики там отправляют раз в день. Если за ними нужно следить, такую информацию, если там какие-то ошибки в передаче возникают или еще какая-то такая информация полезная о там, качестве работы, то я могу, конечно, на основании информации там, оперативно сделать там, заменить батарейку или какие-то действия произвести. Но когда мне хочется там, какую-то информацию получить о системе умного дома, то, конечно, там можно просто зайти в приложение умного дома. Это если удаленно не всегда получается. Например, у меня используется PodHub для удаленного доступа. Для некоторых устройств, там, практически всех тоже, они у меня добавлены в Яндекс. И там тоже я могу посмотреть информацию, но у меня, по сути, интеграция через OpenHub сделана. Но и в Home Assistant, конечно, там удаленно я не могу подключиться, поэтому через Telegram-бот я тоже себе настроил так, что я могу запросить информацию. Раньше у меня было так, что я фактически там запрашиваю значение, мне отдельными сообщениями присылается эта информация из системы умного дома. Но я решил все-таки переделать, более там сгруппированно, и сделал так, что за основу я примерно взял вид как приложение Яндекса, то есть, чтобы была возможность там делать группировку по комнатам, чтобы была возможность делать группировку по типам устройств и там по типам датчиков и их значений. То есть, конечно, там гораздо удобнее это будет. Но в итоге сделал так, что я просто там использую инлайн-меню, то есть это то, которое появляется прямо в тексте, там, где сообщение. Ну и туда выводится. То есть я, когда подключаюсь к Телеграму, там, одной командой я там старт, например, запускаю, у меня приходит общее меню, где указаны там разные комнаты, разные типы датчиков, там небольшой список. И дальше просто при нажатии там комнаты у меня выводится вся информация об этой комнате в виде такого же меню. И если это какой-то датчик или устройство позволяет там провалиться в него, там дополнительную информацию получить, то при нажатии этой кнопки там приходит другое меню, в котором там больше значений. И дальше можно, например, там, если это устройство, там выключатель, то я могу при нажатии этих кнопок включать или выключать эти устройства. Например, выключатель у меня там имеет там 3 кнопки, и есть еще одна общая кнопка, которая позволяет, ну, в зависимости, там, я сделал так, что на самом деле там еще 2 кнопки, одна, которая включает все клавиши на этом выключателе, там, в сервере, а вторая кнопка просто открывает этот тип устройств, то есть, например, все выключатели, и тогда я вижу, просто у меня в одном меню приходит все выключатели с там, текущим состоянием. И также могу я просто, там, например, кухня, выключатель такой-то, и там 3 кнопки. В спальне выключатель такой-то, 3 кнопки. То есть я могу фактически оперативно, там, быстро там, сообразить, какую там нажимать. Причем раньше у меня просто было так, что приходило, там, ну, открывалось меню, и я мог там
просто нажимать, включать или выключать. Но не было там обратной связи. Сейчас я сделал так, что у меня при открытии этого меню сразу показывается текущее состояние этих устройств. В принципе, там Telegram постоянно развивается, и у него есть возможность еще и все эти вот присланные этим ботом, эти меню, их редактировать. То есть можно будет, например, если значение устройства поменялось, просто нужно открыть, там, отправить команду специально на редактирование этого меню, и туда в этом меню можно сразу там статус устройства поменять на соответствующие. Я так пока не стал делать, в принципе, это довольно сложно отслеживать. Все эти меню нужно где-то сохранять, при этом нужно там, чтобы если там дублируется, то нужно дубли убирать. То есть это, конечно, не очень просто. И я пока сделал так, что просто при нажатии у меня фактически открывается новое меню с новым статусом. То есть это гораздо проще, чем каждый раз просто обновлять, потому что фактически все равно это взаимодействие с сервером Телеграма, и, соответственно, там с точки зрения нагрузки на систему умного дома никакой разницы нет. Ну, я так делал еще, что у меня просто эти раньше удалялись, предыдущие все такие меню, но это не всегда удобно, иногда хочется пролистать, например, посмотреть историю всех этих значений, там, если это датчики какие-то. Или даже, может быть, просто там вернуться к предыдущему и нажать там кнопку, а не вызывать заново, например. Это тоже гораздо удобнее, поэтому они просто у меня все копятся в истории, и можно в любой момент там перейти к нужной и, там, комнате, или к нужному устройству, или типу устройства, и там что-то нажать, что-то изменить. Это, в принципе, очень удобно стало. Мне так гораздо там полезно и быстро использовать Telegram, чем я его использовал раньше. В разных системах умного дома тоже есть такая возможность там использовать Telegram. Home Assistant это в основном используется для того, чтобы отправлять сообщения, то есть там довольно просто это, подключить Telegram-бот к нему и такой сценарий написать. Но обработка там входящих сообщений, это, конечно же, там гораздо сложнее. Но там, если использовать меню, то это фактически уже программирование полноценное. И мне проще гораздо там на тех языках, которые я делал, например, я пишу все на Bash, потому что там просто довольно там несложно, можно через API подключаться там, к серверу и взаимодействовать, нужные команды отправлять. Ну, там формат обмена, он там в виде там, JSON, но по большому счету его разобрать не так уж и сложно, но особенно если это какие-то команды, они обычно короткие, то есть там еще в специальном формате каком-нибудь своем, который удобен для обработки, и туда отправлять, например, там просто этот JSON можно собрать вручную, то есть там никаких-то особо сложных правил нету. Но если использовать, допустим, Python, то в нем есть разные варианты библиотек для работы с Telegram. Но там тоже, в принципе, можно все это сделать, и меню разные форматы, но не очень удобно, потому что у Telegram есть там достаточно много документации на сайте, но она не вся понятна, и там постоянно тоже меняется. И если использовать какой-то модуль, например, в Python, то там тоже есть вся документация, она, по сути, там зеркалирована, но эти библиотеки, они могут отставать, и иногда, допустим, в Telegram там уже по-другому сделано, а в этой библиотеке еще либо в документации, либо в самой библиотеке еще по-старому. И это может и не работать, поэтому мне такой проблемы не надо. Иногда у меня было так, что, например, там в какой-то момент времени в Telegram поменяли, и меню, оно перестало там правильно отображаться, то есть его нельзя было скрыть, и кнопки такой не было. И, конечно, было не очень удобно, пока я там думаю, ладно, они все равно, скорее всего, сообразят и вернутся, как было и раньше, и правильно. Ну да, так и сделали, там появилась кнопка, и все заработало. То есть, конечно, проще там
все-таки смотреть в оригинальную документацию. И даже если она там неудобна, но все равно можно понять логику там, этих разработчиков, как они документируют, почему они так описывают, ну, научиться каким-то типовым вариантам вызова там, команд разных там, и взаимодействия, а потом уже там просто можно там копипастить и все очень просто быстро там делать разные меню, разные там алгоритмы, делать разные проверки. То есть это уже не будет там составлять какой-то большой сложности. Конечно, есть идея все-таки сделать более универсальной, чтобы не приходилось там все время переписывать этот бот тоже отдельно, потому что все-таки у меня получается так, что все датчики у меня и устройства в первую очередь я добавляю в свою локальную систему умного дома, а потом я добавляю их также все в OpenHub. Эти устройства в основном это надо для того, чтобы делать интеграцию с Яндексом, потому что там у меня сделаны там специальные правила, которые эти устройства из OpenHub прокидывают в систему умного дома Яндекс. И я, конечно, там, во-первых, через OpenHub могу удаленно подключаться и там через приложение управлять или там, включать или разные устройства, или смотреть датчики. Ну и также могу просто в приложение Яндекса зайти и то же самое все могу сделать. Причем я там разработал так, что есть разные типы устройств, я их там группировал, как это по логике, то есть в OpenHub это там все параметры устройства, они как отдельными элементами идут, а в Яндексе это все-таки можно там представить как один выключатель какой-то или какой-то датчик, там сенсор, в котором разные есть параметры. То есть это гораздо удобнее. И у меня там есть специальные правила, специальная логика, которая позволяет конвертировать описание из OpenHub в Яндекс. Ну и это же описание можно фактически использовать для того, чтобы сделать представление в Telegram, которое будет просто автоматически собирать по комнатам все устройства, будет и там считывать там, список комнат. Это тоже делать в представлении. Потом будет считывать список устройств и там перечень самих устройств и также отображать Telegram. То есть это, конечно, будет такое универсальное решение, которое мне не надо будет постоянно там синхронизировать, оно будет само там, при обновлении в OpenHub будет автоматом везде, во всех системах подтягиваться. То есть это будет гораздо удобнее. В других системах, конечно, вряд ли такое появится. И в самом OpenHub такой там биндинг, скорее всего, не появится. Никто его там, делать и поддерживать не будет. Ну и в Home Assistant тоже такой интеграции нету. То есть полноценно, чтобы там полностью все синхронно отображалось в Telegram. Ну, например, есть отдельный Telegram-бот для Яндекса, который позволяет, конечно, не отображать все устройства из приложения Яндекса, но оно позволяет, по крайней мере, взаимодействовать. То есть там просто можно будет, подключив такой бот, в нем там писать текстом команды разные, отправлять, и тогда там привязка этого бота делается к определенной колонке, и эта колонка будет просто обрабатывать эту команду. То есть, если там включить что-то, она включит, если выключить, то она что-нибудь выключит там в умном доме.